Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Сегодня немного нестандартное видео. Оно не будет связано с мотоциклами, оно будет связано с автомобилями. Я подумал, что раз я столкнулся с этой проблемой и ищу решения, и 99% мотоциклистов, которые меня смотрят, также являются автомобилистами, то, может быть, эта ситуация поможет кому-то сэкономить достаточно много денег и времени. Итак, как вы все уже, наверное, знаете, если смотрите мои видео, у меня есть классный автомобиль, красный фургончик, мотоэвакуатор Fiat Ducato. Котел выкатил, давай, 3 раза еще туда-обратно. Я владею им уже 8,5 лет, и вот у меня уже подошел 3-й по счету ремонт передней подвески. И казалось бы, раз в 2-3 года ремонт подвески, в принципе, ничего страшного. Но есть два достаточно удручающих факта. Первый – это автомобиль коммерческий, и рассчитан он должен быть на какие-то хорошие, серьезные ресурсы, что, в принципе, подтверждается, но вот подвеска – слабое место с нашими дорогами. И я автомобиль не гружу, у меня он практически всегда пустой. Этот автомобиль используется все-таки как личный. Там тяжелее мотоцикла весом 200-250 килограмм со мной редко что-то ездит. И второй момент, я за эти 8,5 лет проехал всего лишь 110 тысяч километров. И получается в пересчете на километры, что ремонтирую подвеску я как-то что-то достаточно часто. Изначально после покупки автомобиля я сразу же заменил 2 передние шаровые, благо стоили они на тот момент вообще ерунду, это был 2015 год. Я поставил те же шаровые того же производителя TRV, который идет в оригинале, и они у меня достаточно неплохо отходили, около 80 тысяч километров, даже может быть чуть больше. И после чего я поставил шаровые другого производителя, потому что TRV что-то как-то стали уже не очень гуманно стоить, то ли их тогда было долго ждать, я уже не помню. И, внимание, через 20 тысяч у меня правая шаровая начала прям жутко-жутко стучать. Сейчас у нас скоро начинается мотосезон, и я решил тряхануть переднюю подвеску. Купил для этого все запчасти и задумался. Я, конечно же, взял того производителя, который у меня отходил дольше, потому что мне очень жалко времени на вот эти вот постоянные ремонты. Хоть это и не напряжно по деньгам, даже, в принципе, на эту машину запчасти стоят относительно недорого, поскольку это все-таки достаточно простой автомобиль и очень распространенный, в какой-то степени народный. Ну вот смотрите, 2 шаровые одного производителя выглядят совершенно по-разному. И коробочки разные, и маркировочки разные. Вот здесь вот разные штамповочки на задних частях шаровой, то есть разные пыльники, даже разные гайки, разные цвета стопоров. То есть возможно такое, что какая-то из этих шаровых является подделкой. Они заказывались вместе в одном магазине, причем это оптовый поставщик запчастей, в котором обычно ранее подделок не встречалось. Я не могу утверждать, что какая-то из них поддельная, но факт остается фактом. И я решил для продления жизни шаровых опор, а также рулевых наконечников применить старинный дедовский метод. Я о нем все это время знал. Возможно, кто-то из вас не знает, но я успел поработать за свою бытность в 2 автосервисах. И я наблюдал это решение с завода на некоторых автомобилях. Например, на некоторых американских автомобилях. На одном из маркетплейсов я купил такой вот пакетик с десятком таких вот маленьких штучек. Они называются тавотница или пресс-масленка под резьбу М6. И я думаю, вы уже догадались, что я буду сейчас делать. То есть я буду в задней части шаровой, прямо по центру вот этой вот железочки, она достаточно тонкая, может миллиметра 1,5-2. Я прямо по центру просверлю отверстие диаметром 5 миллиметров, нарежу резьбу М6 метчиком и, собственно, закручу на красный локтайт, чтобы это дело было герметично и никогда не открутилось, эту самую тавотницу. Смысл какой? В шаровую чаще всего большинство производителей кладет немножко смазки под пыльник. И очень часто под самим шаром смазки нет.
а она там, ну, по-хорошему быть должна. Задача этой тавотницы в том, чтобы один раз выполнить свою функцию. То есть надо их прикрутить. Я, скорее всего, подожду, пока высохнет лактайт, а потом прошприцую их, пока они сняты и новые. Больше в процессе эксплуатации автомобиля я делать такого не буду. Моя задача просто сделать так, чтобы смазка изнутри шара была. Дело в том, что шаровые на моем автомобиле установлены вот так, то есть пальцем вниз. И смазка, которая находится под пыльником, она неэффективна. Вверх она никогда не попадет. Более того, рулевые наконечники также установлены пальцем вниз. То есть на них этот лайфхак тоже должен быть очень полезен. Я думаю, и вообще практика всех моих знакомых показывает, что этот способ очень сильно продлевает жизнь. То есть у меня есть люди, которые ставили рычаги на BMW одной и той же очень известной фирмы, которая, как заявляется, идет в оригинале, и они у них через пару лет стучали. После установки таких вот тавотниц и применения такого лайфхака со смазкой человек вот один катается уже 5 лет в тех же самых режимах, достаточно с большими пробегами, и у него с шаровыми нет никаких проблем. То есть это дает мне возможность сделать вывод, что если применить этот лайфхак, есть очень серьезные шансы продлить в разы срок службы шаровой и, соответственно, сэкономить в перспективе денег и на работах по замене, по обслуживанию, и на времени простоя автомобиля, и также на стоимости самих запчастей. Потому что, как ни крути, каждая из этих деталек стоит, ну, как минимум по 1500–2000 тысячи рублей приличных производителей, а что-то здесь, по-моему, стоило и по 3. Ну, как ни крути, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и на ремонт подвески набегает приличная сумма. Итак, я уже просверлил одно отверстие, нарезал здесь резьбу, и, к моему удивлению, у этого производителя, именно у этой шаровой, внутри оказалась смазка именно с этой стороны. Тем не менее, там очень много воздушного пространства, и я ее обязательно прошприцую в любом случае. Таким вот образом у нас закручивается тавотница. Как весь этот процесс происходит? Я зажимаю шаровую в тиски, как мне удобно, и просто начинаю сверлить. Можно накернить для удобства, я попробую этого не делать. Нет, накернить надо. Во второй шаровой это получилось сделать и без кернения, но там немного другая конструкция задней части. Итак. 100% сейчас будут комментаторы, которые будут говорить, что надо было намазать сверло какой-нибудь консистентной смазкой, чтобы стружка не попала внутрь. Я не буду этого делать, но сверлю с осторожностью, чтобы до сквозного прохождения сверлом большая часть стружки все-таки осталась на улице. Оп. И все прекрасно. Там вот внутри я уже вижу шарик, и как раз таки углубление позволит мне закрутить нашу тавотницу. Кстати, смазка там по ощущениям тоже есть. Ну, раз уж я этим занялся. В большинстве шаровых такой роскоши, как смазка, вы не найдете. Беру метчик, сначала первый номер, вот так вот стараюсь держать шаровую вниз, чтобы стружка выходила максимально на улицу. Потихонечку это все начинаю сверлить. И вижу, что конструкция шаровых, кстати, очень сильно отличается, потому что в той зазор был значительно больше. Возможно, действительно какая-то из этих двух шаровых поддельная. Не могу утверждать, но поскольку не знаю какая, все равно буду ставить и дальше уже смотреть. То есть, если умрет одна и очень быстро, то, возможно, я просто поменяю одну. Далее просто берем тавотницу. Я их взял сразу десяток, потому что десяток стоил, наверное, рублей 200 или даже дешевле.
и просто-напросто закручиваем. Также я намажу ее красным лактайтом. Когда это все подсохнет, я просто прошприцую это дело таким вот шприцом, который под давлением закачивает консистентную смазку. И буду надеяться, что все это дело будет прекрасно работать. С рулевыми наконечниками я проделаю ровно ту же самую процедуру. Буду очень рад услышать ваше мнение по поводу данного лайфхака в комментариях. Я буду, можно сказать, в этой теме первооткрывателем, однако у меня есть данные моих клиентов, а также друзей. Да, раньше я занимался автосервисом, но с последним переездом, в том числе из-за особенностей помещения, да и из-за того, что устал я от этого, я продал последний подъемник, а так вообще в позапрошлом помещении у меня их собственных было даже 2. То есть я пытался активно развивать тему автосервиса, но было принято решение от нее отказаться, потому что мотоциклы я люблю больше, автомобили это грязно, и автомобили это очень трудозатратно. Правда, как ни крути, без автомобилей все-таки никуда. Ну а если вдруг так получится, что у вас сломался мотоцикл, и это мотоцикл по нашему профилю, то есть Suzuki Skyway Burgman или что-либо связанное с мототехникой BMW, то вы знаете, что ехать нужно в Антоха Гараж. Все мои контакты указаны по ссылочке под этим видео в закрепленном комментарии, а также в описании. Переходите, если у вас есть какие-то вопросы лично ко мне, пишите мне в WhatsApp и можете подписаться также на мою телегу. Там я публикую много интересных мыслей, которые не попадают на YouTube. Если вам нравится то, что я делаю, ссылочка на поддержку моего канала есть там же. А если это видео наберет хотя бы 10 тысяч просмотров, то я постараюсь осенью или зимой, когда у меня будет побольше времени, освоить и показать вам восстановление шаровых опор на BMW K1600 GTL. Я вынашиваю эту мысль уже не первый год. Но все зависит от вас. Давайте лайки, комментарии, а то что-то видео по замене шаровых опор как-то не залетело. Обязательно перейдите и посмотрите его. Всем пока!